Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, а, то, что я вам сейчас подарю, основано на очень-очень древних знаниях, потому как это применялось испокон веков. Называется лягушкин прутик. Это очень сильный оберег. Я вам сейчас объясню, почему так называется, в чем смысл, о чем речь. Я уже говорила вам, что магия – это древняя наука, и она весьма разнообразна. Один догмат связывается с другим догматом. Одна истина с другой. Ну, например, как солнце каждое утро встает, так и такой-то такой от меня там идет, уйдет или ко мне придет. Как правда то, что мертвые не встанут и своими ногами в свои дома не придут, так правда то, что там такая-то болезнь ко мне не вернется. Вас мертвецы внесли через эти ворота, похоронили, значит, оплакивали, помянули. Вот и я внесла через ворота свою беду, хворобу, маяту, суету, там проблемы называются разные. Похоронила, и помянула, и навеки здесь оставила. То есть одна истина с другой. Вот как у мертвеца там рука не шевелится, он не встанет и ногами своими в свой дом не пойдет, так вот такой-то, такой-то, с такой-то, такой-то жить не будут. Или еще какой, например, если на бедность заговаривают, ну, это порча, конечно. Просто так слова, если произносить, ничего не получится, это действие. Полностью я действие не буду говорить. Но, как правило, это делается на могиле ребенка маленького, например, который еще, ну, то есть был очень маленький и умер в младенчестве. Находится могила ребенка и начитывается, как вот это дитя в руках деньги не держало и там не торговала, не покупала, не продавала, чтобы вот у тебя-то там не было денег никаких и все прочее, заклятый. И во 100-кратно. Поняли меня, да? Одна истина связывается с другой истиной. И получается эффект. Почему мы, например, приносим на кладбище, оставляем сладости, цветы, зажигаем свечи? Я уже говорила, мы это все отдаем мертвому миру. В тонком плане оно идет им как еда, как пропитание. Вещи какие-то, если мы отдаем от себя, то есть отрываем, отдаем, покупаем, например, вот одеяло во сне пришел человек, говорит, что я мерзну, принеси мне одеяло. Это не обязательно нести туда на кладбище положить, тем более, если вы далеко находитесь и у вас нет возможности там прилететь на это кладбище. Вы можете отдать какому-нибудь бедному человеку это одеяло. Вот так, купить хорошее, добротное одеяло, подарить не родным, близким, а вне дома. И это до него дойдет. То есть вы в тонком плане ему эту вещь отдадите. Поэтому во многих культурах после смерти человека приносят там чуть ли не телевизор, кровать и все. Это, конечно, излишество. Это все не нужно мертвому человеку в том мире. Но это идет к нам из древних времен, когда утварь оставляли на кладбище, считая, что в тонком плане мертвая душа это себе возьмет. Так вот, я к тому, что магия, она настолько глубинное знание и наука. Понимаете, магия – это не кривляние, магия – это не красивый макияж. И ведьмы могут быть разные. Просто я об этом уже говорила много раз, что они могут выглядеть по-разному, они могут по-разному жить, по-разному одеваться. Есть у них, конечно, что-то общее – но, в принципе, это разные личности. Это зависит от их воспитания, генетики, национальности, в конце концов. И поэтому вот таких общих критерий нет. Она очень разнообразна, эта наука. Вот вуду, например, вот таким образом. Есть магия безмолвная, когда просто действиями происходит нечто. То же самое скрещивание пальцев, это тоже из безмолвной магии, да, что чур меня чур и прочее. Там и кота, сойди на Федота.
была детская считалка, на самом деле магия. Человек уходит, то есть уезжает из дома. У народов Закавказья, например, традиция лить воду следом, чтобы дорога была легкой, спокойной, как вода, или водная защита называется. Одним словом, это такое огромное разнообразие, что вот поле для творчества и созидания огромное. Но для тех людей, которым это дано. Некоторым кажется, что ритуалы и заговоры, как они говорят, сочинять это легче простого. Знаете, вот одно с другим там. Помните, я как-то приводила эти абсурдные ритуалки. Пойдет Наталья в прекрасные места, где сахарные уста. Заговор – это не, как вам сказать, не просто красивый слог. Может быть, кто-то может придумать и написать такие сногсшибательные, таинственные стихи. Мне как-то отправляли: Геката, Геката, ты летаешь над нашим домом. Вот, посмотрите, мне пришли вот такой заговор. Я говорю: солнце мое, это не заговор, это из ряда фантастики. Это может быть так, не скажу, что там очень талантливый стих, так, средненько, знаешь, который может придумать и восьмиклассник. Это просто так, более-менее как-то так красочно придуманный стих. Но там нету ключей, там нету направлений, там нету цели. Заговор – это тайные слова, это тайные связки слов, которые вы не замечаете, не понимаете, что там именно будет срабатывать, а вы начитали, и оно начало работать. Иногда, когда пишут: вот у меня нет энергии, но там не сказано, что там обязательно нужна энергия, понимаете? Там есть призыв сил, есть призыв духов, которых призывали тысячелетиями, есть имена богов, которым взывали тысячелетиями. То есть достаточно просто сделать правильно, оно сработает, вот этот вот ключ повернется и откроется дверь. Так что вот даже на древних знаниях основанные работы, они, то есть они должны быть рабочие, они должны быть настолько сильные, чтобы, невзирая на то, дано человеку, не дано, есть у него энергия, нет, они сработали. Теперь вот лягушкин прутик. Почему так называется? Есть такое, знаете, ролевая игра в магии. Сейчас все там сразу же извращенные фантазии включатся. Ролевая игра – это не только в немецких фильмах. Ролевая игра – это называется применять на себя роль кого-либо. Ну вот, например, есть определенные слова, да, вороном лечу, волком вою, змеей ползу и так далее. Это ты себя применяешь в роли определенного существа и как бы применяешь на себя его судьбу, его эгрегор, его вот этот вот тотемный эгрегор. Впрочем, в этом всем, то есть обо всем было в моей лекции «Ключ, замок, язык». Вам предлагаю открыть и послушать, как создается заговор, почему кому-то дано, кому-то не дано, почему силы считают, что вот если вот ты вот так обратишься, они послушают, а если по-другому, они сигнорируют, и как это все работает. Одним словом, начнем. Этот заговор, оберег, защита, это очень сильная защита, и во время войны матери приходили к ведьмам, и те начитывали на прутик. Прутик должен быть березовый, осиновый, дубовый, любого дерева, но из леса, не из дома, не с огорода, из леса, лесного дерева прутик. Может быть сухим, можно просто отломить там. Размер не особо важен, так, чтобы просто было видно, что это прутик. Определенная ткань, любая ткань, можно платочек, куда может завернуть этот прутик. Вот то, что древние времена ведьмы начитывали и давали матерям воинов,
как оберег. Кто-то это делал даром, кто-то, может, плату брал, кому-то сами считали нужным отблагодарить и оплатить за спасение своих детей. То есть у каждого свое, да, отношение к этому всему. Не об этом речь, но вот то, что было тайной ведьмы, я сегодня вам раскрою. Понимаете, самое главное знать технологию, то есть знать, о чем шла речь, как это строилось, почему так делалось и как это работало. Такой оберег-прутик спас жизнь очень многим людям, которые прошли фронт. Хочу вам прочитать еще одно сообщение насчет этого. Я как-то давала такой ритуал, но сейчас решила, что, может быть, пока что достаточно вот тех работ. Достаточно, конечно, более чем. Но когда мне еще раз напомнили, я это посчитала за знак. Знаете, что мне как бы намекнули, мне сказали, что пора это дать, этот заговор, этот ритуал. Текст этого заговора прям напрямую до нас не дошел. А если это дошло, то это есть только в семьях ведьм, о которых они не распространялись, не говорили. Поэтому именно изначально, первоначальный заговор я вам не передам. Да оно и не нужно. И не имею я права. Если бы я даже знала, не могла бы передать, потому что это не мое. Но я создала свое на этой основе, потому что я знала, о чем там речь. Зачем и про что? Меня зовут Наталья, пишет человек. Недавно подписан на ваш канал. Очень рада, что я это сделала и благодарна вам за ваш труд. Сейчас послушала видео об амулетах и оберегах. Мне передался оберег семейный, но точно не знаю, что это. Мама мне показывала его, когда я была еще ребенком. Рассказала такую историю, что когда мой отец уходил на фронт, свекровь сделала оберег моему папе. Я спросила, как она его сделала. Мама улыбнулась, многого не говорила, сказала только, что этим прутиком или палочкой спасла лягушку от змей. В тряпочке, в котором был завернут этот оберег, лежало 2 или 3 небольших обломка прутика, толщиной чуть тоньше мизинца. Сказала и показала вот это. Имейте в виду, что отец мой в начале войны там попал в плен, потом выжил, вышел. То есть этот прутик его спас и привел домой живым и невредимым. О чем многие могли бы мечтать, да, особенно в те годы. И когда мне это пришло, точнее, это написали Яне, я говорю, знаешь, я знаю этот оберег, но просто думала, может быть, как бы чуть попозже я дам людям. Но поскольку мне вот как бы оттуда дали знак. Мне часто этот знак дается. Ну, например, есть рудники екатерининские, не буду называть, где у нас, в каком регионе России. И там давно уже нету камней, то есть уже там все, что возможно, уже оттуда исчерпали. И после моей лекции про Екатерину Великую, не именно ей посвященную, а именно предсказания и вообще про нее слова сказанные, она сказала, что она решила пойти туда, поскольку эти рудники назывались Екатерининские. И она сказала, что если Екатерина Великая хочет вам что-то передать, то я вам принесу это, то есть я передам. И спросила человека, знающего, мол, можно здесь какие-нибудь камни найти? Он сказал, вообще ничего невозможно, уже больше 40 лет ничего нету. Все, что возможно, уже исчерпали. И, говорит, каково было наше удивление, когда я сказала эти слова, что если Екатерина Великая хочет передать, то она передаст. И она находит там камень, вот полудрагоценный, хотя когда-то они были драгоценные, считались. То есть мне все время приходит оттуда подсказка. И все время, как бы вам сказать, мне говорят, что я должна делать. Ну, раз уж об этом
напомнили, то я вам дарю этот ритуал. Смотрите, спасаем лягушку от змей. То есть этот прутик изгоняет с вашего пути, с вашей дороги врагов, изгоняет недругов, изгоняет бедствия, капканы. Как можно это применить? Вы как бы в роли лягушки находитесь, а этот прутик вам помогает, то есть спасает вас от змей. Можно применить этот оберег таким образом. Если у вас очень опасная ситуация, то проведите раз в неделю. Заговорите этот прутик, снова спрячьте дома. Можете в сундучок положить. Если вам нужно, чтобы вот вы дома находитесь, и вам нужно, чтобы не только ваш дом защитить, бизнес ваш защитить, родных, близких людей, то есть есть какие-то опасности. Этот оберег можно применить людям, над которым висит вот этот дамоклов меч. Объясню, что это такое. Судебные дела, срок, что-то такое. То есть боятся люди, не знают, как быть. Вот над ними это висит, эта опасность. Можете применить на этот прутик, пока все не пройдет. Можете с этим прутиком в сумке пойти в зал заседания суда. Если вас полностью не оправдают, то, по крайней мере, отделаетесь легким испугом. Следующий момент. Если вас гнобят на работе, вы можете начитать на этот прутик и носить с собой в сумке, пока все не разрешится. Потом, знаете, самое интересное, потом эти обереги куда-то деваются. Вот как-то они пропадают сами по себе. Видимо, когда функция уже выполнена, да, все, они уже пропадают. Можно ли применить этот оберег, ритуал, спасительный такой оберег для своих детей? Да, если ваши дети, то есть если им меньше 17 лет, то можете начитать, называя их имя, то есть для них начитать, значит, завернуть какую-нибудь материю и положить им в сумку. Что еще? Ну, они же с вами живут, естественно, в личные вещи положить. Если, например, гнобят вашего ребенка в школе, можете начитать и положить ему в его сумку, он даже может не знать об этом. И очень скором времени вы увидите, как будут наказываться те, которые на него нападают, которые пытаются, ну, иногда и учителя позволяют себе лишнего, хотя... Если честно, зная, насколько наглые сейчас дети, я сама педагог, я знаю, какие могут быть там твари просто. Тем более, если родители поощряют вот такую вот подлость в ребенке. Я знаю, как это нелегко и непросто. Они сначала доводят учителя, потом включают камеру. Они всегда так делают. То есть я имею в виду, что, ну, если действительно учитель сам по себе, правда, ведет себя недостойно, и гнобит ребенка, вы можете это начитать. Просто так не делайте. Друзья мои, если у вас нет действительно каких-то опасностей на пути, если действительно нет у вас каких-то вот проблем таких реально жизненных, знаете, между жизнью и смертью, если их нет, не надо зря тревожить силой. Но если они есть, и вы реально боитесь за свою жизнь, за своих детей там, и так далее, вот тогда можете применять. Дальше. Если ваш ребенок находится на войне, вы можете начитать. Но здесь условие одно, он должен забрать этот прутик с собой, иначе толку никакого. Вы не можете на расстоянии начитывать. На расстоянии я вам давала огромное количество работ, которые вы можете начитать для своих детей. А в этом случае вы можете начитать и отправить ему, и он будет носить с собой. И этот прутик будет действовать там столько, сколько нужно. Вот если они приехали в отпуск, все, он теряет свою силу. Он уже не защищает, потому что он защищает ровно столько, сколько есть опасность. Вернулся в отпуск, возьмите этот прутик, начитайте еще раз. Потерял, возьмите новый прутик. Лес у нас, мне кажется, кроме леса, большего богатства у нас и нету. Вот, выйдите, лесополоса, там, что у нас, парк, лес,
любой. Но хвойное дерево не очень рекомендуется, потому что там, как бы вам сказать, прутья не очень. Они там ломкие и источают запах вообще. Ну, лучше вот нейтральное дерево, вот из тех, которые я вам назвала. Читать нужно 4 раза. Если вы читаете для себя, берете этот прутик в руки, вот так держите, становитесь посреди комнаты, ну, не обязательно прям посередине, ну, становитесь, значит, и поворачиваясь на все 4 стороны света, по одному разу читайте. Начитали, уберите этот прутик, спрячьте. Никто не должен его видеть. Если кто-то увидит, он теряет силу. Надо начитать по новой. Это учтите. Не должен никто видеть этот прутик. Не должен никто знать, кто хлестает, бьет твоих врагов. И еще раз говорю, если у вас такая, ситуация не очень хорошая, да, вы можете каждую неделю начитывать, пока вся ситуация не разрешится в вашу пользу. Если человек находится на войне, то начитывать, и он с собой должен забрать или передать через кого-то. Но так передать, чтобы человек не видел, что там. Ну, не знаю, какую-нибудь там сладость передать, внутрь положить вместе с письмом, с запиской, объясняя, зачем и почему. Он должен носить это с собой. Ведь этот прутик идет с ним вместе и бьет по всем дорогам тех, кто мешает. Если вы читаете для своего ребенка, еще раз говорю, если ему пока еще нет 17 лет, есть 17, он сам для себя может прочесть. Вот нет 17 лет, точно так же поворачиваюсь на все 4 стороны света. Если ваш ребенок находится на войне, и он не может сам это сделать, вы можете оберечь его. Может это начитать сестра, жена, дочка, мать. Понимаете, вот родные люди. Но только вот при таких экстренных случаях вы можете за него начитать, на его имя. Не более того. А в тех случаях, которых я вам перечислила, человек сам просит за себя. И самый глупый вопрос, который хочу раз и навсегда вот просто ответить и закончить. Когда говорят, а могу я хвори передать вот вместо своего сына, или вместо своего мужа, или вместо своей матери, или онкологию я могу там вместо него начитать сама? Послушайте, у вас вот есть голова на плечах? У вас болит голова. Можно ваш сосед выпьет там таблетку, и у вас головная боль пройдет? Естественно, нет. Что вы можете передать, если у вас этой хвори нету? Ну, придите в себя, пожалуйста, включите логику. Зачем вы постоянно меня отвлекаете? Я же устала уже. Там, где можно для кого-то начитать, я вам говорю. Где не сказано, нельзя делать за других. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Если вы будете начитывать на онкологию или на что-то другое вместо других сами, так это к вам придет. Вы не понимаете? Этого у вас нет, а вы говорите, что вы хотите это вылечить. Это к вам придет. Ну где мозг? Где он находится? В каком месте? Можно я передам хворь вместо матери? Как? Что ты передашь? У тебя его нет, это есть у твоей матери. Она должна провести. Что ты передашь? Объясните мне. Вот просто вот у меня голова болит. Можно вы выпить за меня таблетку, чтобы у меня головная боль прошла? Ой, опять отвлеклась. Все, начинаем. Значит, там, где нужно говорить за других, говорите его врагов. Значит, дальше. Сейчас скажу. В каком месте просто начитывать. Вот, здесь есть такие слова. Лягушка-то, я. Нужно говорить лягушка-то. Неважно, что это женского рода. Там Сергей, Андрей. Неважно, женского это рода. То есть лягушка женского рода, но вы читаете. Это лягушка. Все. И без разницы, как эту лягушку зовут. Вот видите, даже духи возмущаются и прям позируют на камеру. Иногда настолько вот они идут близко, аж, знаете, из пространства, из ниоткуда возникают. Вот еще раз хочу сказать идиотам на самом деле.
Есть разновидность. Вот когда вы включаете камеру, вот пыль, пыль. Знаете, пыль поднимается снизу вверх. И она поднимается вот так вот, сверкая вот таким образом наверх. А когда из пространства возникает вот этот вот шонг из ниоткуда и приближается, японцы их называют юре. То есть это нечто, что возникает из ниоткуда, духи. Неупокоенные, они так считают. Но я считаю, что здесь различные есть сущности. Невозможно 100% сказать, кто из них кто, но в любом случае. Японцы называют юре. Итак, начнем. Вот так держите в руках. И вот таким образом, как бы показывая, да, вот стоите вот так вот и читаете. Потом поворачивайтесь на другую сторону. Шла лягушка по дороге, а вдоль дороги змеи ползучие, гады злючие, всякая нечисть, враги опасные, недруги коварные. Лягушка взмолилась: «Спаси меня, сила!» Явился старик, мудрец, чародей, с прутью в руках, стал змей изгонять и гадов пинать, лягушку спасать. Лягушка-то я, а змеи враги, а гады ползучие, беды и опасности. Старик-чародей за спиною стоит, прутик колдовской держит в руке, от врагов спасает, от бед заслоняет. Что-то отвлекает там звук какой-то. Ладно. Бей, прутик, бей, врагов избивай, с дороги гоняй. Прутиком бью, хлестаю, от себя опасности изгоняю, себя освобождаю. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Отвлекли меня там внизу просто. Приехали, поэтому извиняюсь. Еще раз прочитаю. Шла лягушка по дороге. Вдоль дороги змеи ползучие, гады злючие, всякая нечисть. Враги опасные, недруги коварные. Лягушка взмолилась: «Спаси меня, сила!» Явился старик, мудрец, чародей, с прутью в руках стал змей изгонять и гадов пинать, да лягушку спасать. Лягушка-то я, а змеи враги, а гады ползучие, беды и опасности. Старик-чародей за спиною стоит, прутик колдовской держит в руках, от врагов спасает, от бед заслоняет. Бей, прутик, бей, врагов избивай, с дороги гоняй. Прутиком бью, хлестаю, от себя опасности изгоняю, себя освобождаю, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Что-то я отвлеклась. Ладно. Кошки, собаки, их множество. После этого, если у вас дома, вы должны просто дома хранить, если, то просто вот так вот положите в шкатулку и уберите подальше, чтобы никто не видел. Если с собой носить, то заверните в какую-нибудь материю или платок и носите с собой. Если отдать ребенку, точно так же в материю и положите, чтобы никто не видел. Даже если ребенок ваш увидит и спросит, что это такое, не надо объяснять, надо еще раз начитывать. Но вашим сыновьям или дочерям, которые находятся там, где опасно, если вы начитаете, вы можете объяснить, что это оберег и нужно носить с собой. Или они сами пусть начитывают. Им объясните, что нужно делать. Прутья они там найдут, начитают и будут носить с собой и где-нибудь положат в карман или еще где-нибудь. И это им поможет. Оберегов много не бывает. Чем больше, тем больше шансов, что человек живым, здоровым вернется домой. Желаю вам удачи и всех благ.